Наконец-то выходной. У дочки день рождения, 33 года, и мы решили эту дату отпраздновать тихо по-семейному в городе Тель-Авиве. Но поскольку мы вроде как блогеры, то просто отдыхать не получится. Контент есть контент, забрасывать его надолго нельзя, и YouTube тебя потеряет, и подписчики забудут. Что бы ни говорили про Тель-Авив и хорошего и плохого, во всем есть своя правда. Но город этот действительно удивительный и неповторимый. Но разве не удивишься такому контрасту? Обветшалый домишко ждет своей очереди на реставрацию. А это напротив. Но если выключить в себе скептика и нытика, то обветшалый домишко даст тебе больше положительных эмоций и простора для воображения, чем фешенебельный отель напротив. Только мы проехали в окружении громадин, стремящихся в небо, и уже совсем иная картина, расцветка и даже настроение. Все-таки такие улицы, я бы их назвала домашними, роднее и ближе, и больше соответствуют моим представлениям о добром приморском городе. Еще дома стало понятно, что сбыться намеченным планом по съемкам скорее всего не посчастливится. Выехать рано нам просто нереально.
Искать бесплатную парковку, только время терять. Ни возле домов, ни вдоль дороги, ни одного местечка. Смотрите, впереди тот самый сумасшедший дом. Что это такое? Подумала я, когда впервые увидела это строение из окна автобуса. И кому же пришло в голову все это нагородить и так безвкусно выпендриться? Но каждый раз, вновь проезжая по этой улице, я уже ждала встречи с этими причудливо изогнутыми формами, которые мне одновременно и нравились, и не очень. Ассоциации с легендарным Гауди у меня не возникало. Почему вдруг Гауди? А потому что многие считали, что это некое подражание Гауди. Но сам автор, французский архитектор Леон Генебе, не принимал сравнений с Гауди. Ведь Гауди гений, говорил Леон. Он же себя таковым не считал. Но то, что Леон мастер нестандартный, это очевидно. А дом этот – вызов стилю Баухаус, который в 30-е годы прошлого столетия заполонил Тель-Авив. Вспомним, что Тель-Авив – это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, музей под открытым небом, обладающий самой большой в мире коллекцией около 4000 зданий интернационального архитектурного стиля или по-модному стиля Баухаус. А пока мы ищем парковку поближе к этому сумасшедшему дому. И в поисках чего-нибудь поближе, желательно бесплатно, надежда на невозможное все же теплилась до последнего, мы наткнулись на парковку гостиницы «Хилтон». Все. Хилтон так Хилтон. Пусть дорого, зато быстро и близко. Дом, о котором пойдет речь, начали строить летом 1982 года, как пишут, день, когда началась Первая Ливанская война. А сейчас мы в ожидании новой войны с Хизбаллой на территории Ливана. Хизбалла обстреливает ракетами север Израиля уже несколько месяцев. 60 тысяч перемещенных жителей севера не могут вернуться домой. А многим и возвращаться-то некуда. Города и поселки разрушены. Но вернемся к сумасшедшему дому. Такое имя дали дому тель-авивцы, когда впервые увидели готовое строение в 1989 году. Сумасшедший так сумасшедший, почему бы и нет, говорил застройщик и инвестор из Швейцарии Исраэль Боллок. Мы уже упоминали, что этот дом был своего рода протестом скучному интернациональному стилю Баухаус. Посмотрите на домики справа и слева от Crazy House. И правда скучно. А тут тебе такой декор-драпировка из скрученного бетона и металла. Надутые ветром паруса на крыше, стекающие потоки воды, волны. Округлые отверстия. Они напоминают крыши арабских домов в старом городе Иерусалима. А фигурные решетки, ограждение балконов, а беседка на крыше. Чем больше я рассматриваю этот дом, тем больше он мне нравится. Интересно, нравится ли этот дом женщине на скамейке, которая десятилетиями смотрит на его западный фасад? Думаю, все-таки нравится. А вот надписи «брошенный мусор» навряд ли. Я из тех, кому дом нравится. Но жители Тель-Авива в этом далеком 1989 году не приняли новостройку. Газеты всячески извили, давая отрицательные отзывы. Мы помним, как такое же самое происходило и в Иерусалиме при строительстве моста Струн Сантьяго-Калатравы. Мы вас познакомили с западным фасадом дома. Стоит рассмотреть дом и с востока. Возможно, вы удивитесь. Фасад со стороны моря, на наш взгляд, имеет какой-то жесткий характер. Все-таки бетон и металл. Это тот же самый дом, но какое отличие? А здесь натуральные материалы отделки. Камень скальной породы куркар, ракушки, песок и живые растения. По словам архитектора, этот фасад словно персидский ковер, который расстелили в райском саду. И на каждом этаже есть небольшой райский участок для жильцов дома. Центральное панно изображает вади, то есть ущелье с потоком воды. Тут и птицы, и животные.
Тут вы увидите и оливу, и кипарис, и инжир. Присмотритесь. И вертикальный сад с живыми растениями. Этот фасад – настоящее произведение искусства. Здесь все очень гармонично и продумано до мелочей. Ни один подрядчик не сможет построить такой дом, говорили муниципальные власти архитектору и инвестору. Некоторые колонны здания проверялись на прочность в израильском технионе с помощью машины, нагнетающей давление. Машина сломалась, колонны нет, смеялся инвестор и строитель Исраэль Болок. Бюрократы постоянно строили козни строителям, а те с завидным упорством их преодолевали. Здесь много и мистических элементов. Согласитесь, здание действительно уникальное. Уникальное оно еще вот в чем. Здание на колоннах, как тогда было принято строить, должно было включать 4 этажа. Но каждый из 4 этажей двухуровневый. В доме 10 квартир разместились дуплексы, триплексы и пентхаус 600 квадратных метров с бассейном. Необычно декорирован также и лифт и подъезд. Лестницы украшены фресками на полотнах из бетона. И, конечно же, нашлись люди, кто купил квартиры в этом эксцентричном здании с видом на море. За сумасшедшим домом хоть и закрепилось название, но спустя какое-то время мэр Тель-Авива предложил Исраэлю Бологу построить еще одно подобное здание. И получил отказ. «Дом сумасшедший, возможно, я тоже сумасшедший», — сказал Исраэль Болог. «Но я не глупец, потому что за потраченное время и приложенные усилия для строительства одного дома в Тель-Авиве я могу построить 10 в Швейцарии». Стоит вспомнить, что с момента покупки пустыря под застройку до получения только разрешения для строительства прошло 7 лет. Но зато при покупке пустыря Исраэль познакомился с девушкой по имени Шломит, которая стала его женой и принимала участие в декорировании этого необычного здания и их невероятной по дизайну квартиры в 350 квадратных метров в этом же здании. Конечно же, этот дом уникален. Это бесспорно. Он даже удостоился своей копии в парке миниатюр Мини-Израиль. «Почему этот дом назвали сумасшедшим?» – спрашивал застройщик Исраэль Болок. Дом просто очень необычен, а все необычное людям свойственно называть безумием. Ну вот и все. Последний взгляд на дом, идем дальше. Пошли, куда глаза глядят. Есть на что посмотреть. Смотрите, отреставрированные дома стиля Баухаус. Из 4000 домов этого стиля ожидают еще своих инвесторов где-то 1500. В Тель-Авиве все спокойно и расслаблено, и мысли о том, что сейчас идет война, как-то легко рассеиваются. Некоторые из тех, кто сейчас отдыхает на пляжах, уже вечером выйдут на антиправительственные протесты, будут жечь костры и перекрывать трассы. Демократия демократии, но военное время мы, и не только мы, и нас большинство, считаем такие протесты продажностью и предательством. Время бежит быстро. Нас ждут уже дочка и внучка. Спешим на парковку. Торопимся. Но то тут, то там останавливаемся. Возникла идея приехать в Тель-Авив на недельку.
Этот город какой-то неисчерпаемый. Очень хочется и самим посмотреть, и вам показать. Интересуюсь, есть ли табличка с именем автора и названием этой работы. Не предусмотрено. Это «Москит» работы Руслана Сергеева. Верхушечка сумасшедшего дома. И сумасшедшая цена за пару часов парковки. 53 шекеля. 53 шекеля. Ну, Паш, ничего страшного. Пару минут, и мы уже едем вдоль набережной. Обратите внимание на цветное здание впереди. Это не просто так кто-то развлекался. Это стиль известного скульптора Якова Агама. Настолько известного, что в гостинице Хилтон был, а может быть и есть до сих пор, номер его имени. И у Якова было желание раскрасить сумасшедший дом в обмен на квартирку в нем. Интересы, по-видимому, не совпали. Яков остался без квартиры, дом без цветного одеяния. А жаль. Возможно, получилось бы что-то фантастическое. Набережная Тель-Авива тянется на протяжении нескольких километров. Ее обновление закончилось в 2018 году. Назвали променад в честь 8-го мэра города Шломо Лахата. Это тот самый мэр, который, предложив Исраэлю Болоху построить еще один дом, подобный сумасшедшему, получил категорический отказ. Хотя, быть может, на этот раз бюрократическая машина шевелилась бы побыстрее и не застряла на 7 лет с получением на строительство. Мечеть Хасанбека, построенная в 1916 году. Нужно припарковаться. Приехал отдыхать, так раскошеливайся. С этим рестораном на пляже мы знакомы уже давно. Здесь и пообедаем. Ресторан, как вы поняли, не кошерный. Сегодня у нас морская тематика. Севиче, рыбный тартар, салат из цветной капусты с орехами и хрустяшками, креветки в водке, жареные кальмары, кастрюлька с миксом из морепродуктов и барабулька. Воспоминания детства. Сами ловили когда-то. Мия веселится. Мы молчим. Не портим настроение ни ей, ни себе. Симпатичная подача крем-брюле.
Нам все понравилось, и на следующий день мы пообедали здесь же. Вы же не подумали, что это все мы съели за один раз? Видео на память. Супер дедушка в действии. Если вы еще не устали от нашего отдыха, то оставайтесь с нами. И поехали дальше. Это улица параллельно набережной. Едем заселяться в гостиницу. В Тель-Авиве не только море Средиземное, но и море гостиниц на любой вкус. И главное, на любой карман. Вид из окна парковки. Притягивает взгляд пятно куста бугенвиллия. Скоро дети будут рождаться с мобилками в руках. Вид из окна 15-го этажа гостиницы. И немного отдохнув, мы вышли прогуляться по набережной. Примерно 7 часов вечера, закат. Набережная все так же кипит жизнью. Певцы, музыканты, дети, спортсмены, серферы и просто праздно прогуливающиеся, как мы. У каждого из более чем 10 пляжей есть свое название и свои поклонники. Спортивные и детские площадки, кафе и рестораны в обилии. А песок? Кто-нибудь задавался вопросом, откуда здесь такой песок? Песок здесь из пустыни Сахара. Как его сюда занесло? Из дельты Великого Нила. Нил протекает по Сахаре и тащит песок в дельту. Ну и что дальше? Где дельта, а где Тель-Авив? С нами даже кто-то спорил, утверждая, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Помните, классика? Так вот, очень даже может. Волны Средиземного моря, гонимые ветрами, буквально по горстям передвигают песок дельты Нила. И этот процесс происходит бесконечно. В этом постоянном движении песок перетирается и становится вот таким мелким и приятным, как песок тель-авивских пляжей. А этот музыкант даже собрал зрителей. Мы тоже остановились послушать. Меня во время прогулки не покидала мысль о том, что вот сейчас, как и несколько недель назад, объявят в громкоговорителе о спасении наших заложников. И все начнут радостно кричать, хлопать в ладоши, обниматься. И эта грустная, мечтательная музыка как будто отражает состояние души многих израильтян сегодня. Отдыхаем, работаем, веселимся, занимаемся привычными делами, но в душе непроходящая боль по погибшим и искалеченным солдатам и офицерам, боль за тех, кто воюет сейчас, за тех, кто в плену, за тех, кто оплакивает безвременно ушедших. Боль за будущее наших детей и внуков, за будущее нашей страны.
Это трио тоже привлекло наше внимание и развеяло грустные мысли. זה המספר טלפון. הנה סיבה כל כך טובה לאהבה. הנה זה בא, הנה זה בא. הנה סיבה כל כך טובה לאהבה. В парке Чарльза Клора, памяти еврейского финансиста и филантропа из Британии, который находится тут же на набережной, помимо всего прочего, расположены еще и площадки для любителей экстрима. Скейтбординг – молодой и зрелищный вид спорта. Его придумали серферы. На море не всегда есть волны, и они от скуки приделали к доскам колеса от роликов. Этот альтернативный вид спорта за несколько десятков лет прошел серьезное развитие и в 2021 году впервые появился в Олимпийских играх в Токио. Море не нуждается в комментариях. Время идет к ужину. Ужинаем в ресторане Вики Кристина на старой станции Тель-Авивской железной дороги. 22 здания станции реконструированы и сохранены в историческом виде, но в другом назначении. Придет время, мы познакомим вас и с этим местом тоже. А пока до свидания. Всем хорошего здоровья, здравомыслия и мирного неба над головой.